Весной 2021 года элеваторный рынок всколыхнула новость об объединении КМЗ Industries и Варианта Агрострой. Сегодня мы побываем на производстве Карловки и узнаем, как работает объединенное предприятие. Вы на канале Элеваторист, с вами я, Роман. Вперед на экскурсию! Расскажет о заводе и как он изменится после объединения директор департамента клиентского сервиса КМЗ Industries Роман Штельмах. Предприятие насчитывает многолетнюю историю. В прошлом году было отмечено 160 лет от момента создания на данных площадях первых производственных помещений первого производства. В этом году новая веха в истории Карловского машзавода – это создание совместного предприятия с Варианта Агрострой. На этой территории будет объединена производственная мощность Карловского машзавода с его брендами продукции, и на этой же территории будет производиться оборудование, ранее производимое в Харькове, на площадях Варианта Агрострой. Почему именно эта территория интересна для этого объединенного предприятия? Здесь есть 17 гектар площади, есть производственные цеха большой вместимости. И в ходе модернизации производственного процесса с перемещением оборудования мы сможем организовать наиболее эффективное производство совместного предприятия. Карловский машиностроительный завод производит севаса для хранения зерновых и масляничных культур, производит зерносушилки, производит транспортное оборудование для перемещения зерновых как вертикально, так и горизонтально, так и под наклоном, делает очистные машины, производит дополнительное вспомогательное оборудование, самотечное оборудование, клапана перекидные, задвижки, делает комплексную автоматизацию элеваторов, обеспечивает клиента всесторонней поддержкой, даже монтажом и строительством объекта тоже занимаемся мы. Вариант Агрострой на сегодняшний день производит практически тот же самый номенклатурный ряд. Это севаса, это транспортеры. Нет расширенного ряда в сторону зерносушилок, нет очистных машин, но при этом есть ряд интересных, отличающихся решений, которые совместно мы сможем предлагать клиенту как в номенклатуре КМЗ Industries, так и в номенклатуре Варианта Агрострой. После объединения производственных мощностей предприятие сможет обеспечить рынок зернохранения оборудованием, которое способно будет в год дополнительно наращивать объемы по хранению до 2 миллионов тонн. На сегодняшний день Карловский машиностроительный завод состоит из 7 цехов. Заготовительный, котельно-сварочный, механический, инструментальный, ремонтный, деревообрабатывающий, цех по выпуску силосов, а также участок автоматизации и строительно-монтажное управление. Парк производственного оборудования в большинстве представлен зарубежными образцами. Машины координатно-пробивные и листогибы – это американские линии Брэдбери, это токарные станки корейского производства, это сверлильные линии итальянского производства. Таким образом, ежегодно парк оборудования обновляется либо расширяется, что обеспечивает бесперебойное производство в течение года. Также ожидают и поступления дополнительного оборудования. С Варианта Агрострой будет перевезено сюда оборудование специфическое, которое именно производит севаса, то есть это линия по прокатке панелей силоса, она будет смонтирована на территории Карловского машзавода. Отсюда переедет часть лазеров, машин лазерной нарезки, сюда переедет координатно-пробивные, сюда переедут еще листогибы с ЧПУ. Когда обсуждали, что необходимо заводу для эффективной работы, то как раз смотрели с точки зрения технологических возможностей одного предприятия и другого. Вариант продолжает жизнь, это не предприятие, которое умерло, закрылось или не существует. Они в любом случае продолжают работать и производить другие сегменты оборудования. Сюда перемещается только элеваторное направление, и, соответственно, анализируя технологические возможности обоих предприятий, смотрели, какое оборудование необходимо переместить для того, чтобы обеспечить действительно эффективное производство элеваторного оборудования на территории КМЗ и оборудование, например, растительных систем или же другого оборудования, которое будет продолжено в варианте производиться. То есть какие машины нужны им, какие машины нужны здесь. А теперь давайте заглянем в цеха и узнаем, как устроены производственные процессы на КМЗ Industries, и начнем с заготовительного цеха.
В нем сконцентрировано оборудование больше советского периода, причем это импортное оборудование пресса Эрфурт. Но на сегодняшний день, меняя номенклатуру и отдавая предпочтение станкам с ЧПУ, переналаживаемым станкам, мы будем демонтировать это оборудование, размещая здесь наиболее современное. В том числе будет перемещаться оборудование, которое у нас есть, и то, которое будет перевозиться с варианта Агробуд. То есть через небольшой промежуток времени, я думаю, через год мы сможем уже увидеть здесь совершенно другой фон, с другим оборудованием, с другой эффективностью, с другой производительностью. В этом цеху начиналось производство силосов в Украине. Первые металлические силоса, которые были произведены на Карловском машзаводе, были сделаны в этом цеху на вот этой линии. Она до сих пор еще функционирует, она не автоматизирована, тут много людского персонала. Но благодаря именно этому оборудованию началась эра элеваторного машиностроения в Украине. Здесь реализованы простые и понятные технологические процессы. То есть размотка рулона, правка, порезка в размер. Дальше идет профилирование металла. После передачи на пресса, которую мы обсудили, как будем демонтировать. И там велась пробивка этих отверстий в штампах с перемещением людьми. Здесь происходит сборка и сварка деталей и узлов, которые потом в дальнейшем будут применяться в силосах. Основная сборочно-сварочная операция происходит в приспособлениях хлебостапеля. Вот сейчас за моей спиной это приспособление для сборки опор. Дальше так называемая деталь солнышко, которая применяется в силосах, кольцо опорное. Оно точно так же собирается в приспособлениях. То есть устанавливаются все заготовки, после чего сварщик делает прихватку и потом уже обварку всех изделий. Это позволяет сделать их абсолютно взаимозаменяемые. Снял одну деталь, поставил вторую, не имея привязки к конкретному производителю, к конкретному рабочему, они все взаимозаменяемы. Для обеспечения собираемости конструкций и для повышения производительности была приобретена вот эта автоматизированная линия для сверловки балок. Длина рабочего стола 15 метров. Это позволяет нам делать 12-метровые опоры за одну установку. Установив заготовку, включив станок, программа отрабатывает абсолютно всю длину, нанося в необходимых местах отверстия, производя сверловку балок. Таким образом, эти изделия точно так же все становятся взаимозаменяемыми. Исключается полностью ручной труд. Но мы сейчас пришли на участок, где идет накопление уже готовых изделий, готовых деталей, узлов, которые подлежат упаковке. Здесь их в соответствии с контрактами маркируют, помечают, кому из клиентов их необходимо отгружать, вешаются бирки, после чего они передаются на склад готовой продукции. Мы на него сейчас зайдем, посмотрим, как отгружается продукция, в каком виде, когда она уже готова. Вся продукция, которая уже идентифицирована, отписана на клиентов, выходит в этот участок. Отсюда уже возвратов производства нет. Все мелкие детали, которые могут потеряться в процессе доставки, монтажа, все упаковываются в ящики. Ящики подписаны, опломбированы, внутри каждого есть упаковочный лист. На этом же участке у нас хранится металл, который в ближайшее время пойдет в переработку в производство силосов. Это металл в основном европейских производителей: ThyssenKrupp, Wupperman, Voestalpine, SSIB. Высокопрочные стали с оцинкованной поверхностью. В каждой такой бухте от 5 до 7 тонн металла. Количество 1000 тонн, то есть здесь по 1000 тонн металла вот сейчас буферно хранится. При этом есть металл, который законтрактован сейчас в пути или же находится в состоянии изготовления. Сейчас идем мимо готовой продукции для этого участка. Отформованные панели силоса. И в данной ситуации можно легко посмотреть, насколько повторяется каждая деталь, насколько они собираемы. На просвет видно абсолютно все отверстия. Можно проткнуть всю пачку насквозь. При этом пачка промаркирована по толщине. Есть уникальная отличительная особенность именно данной конструкции. Это дополнительный замок. То есть, если вы видите, по профилю волны есть прямой участок, который обеспечивает герметизацию
при затягивании горизонтального ряда силоса. Таким образом, получается, кроме того, что укладывается герметик, дополнительно идет уплотнение этого стыка за счет пружинения металла. На этой линии, кроме производства ребер жесткости, производятся еще и балки для каркасов крыши. То есть это многофункциональная линия с переналадкой. На прокатном стане, который сейчас мы остановили, чтобы нам была возможность поговорить, мы откатываем эти детали, предварительно пробив их из рулонной стали. После формовки есть место приемки и контроля качества. Мы когда заходили в заготовительный цех, мы обсуждали, какое оборудование будет туда переноситься и какое оборудование приедет к нам из Харькова. Сейчас мы находимся в цеху выпуска силосов. Здесь сконцентрировано оборудование с ЧПУ, листогибы, координатно-пробивные машины. Вот это оборудование уже, этот цех не вмещает подобное оборудование, поэтому это оборудование будет перемещаться в тот цех, где будет произведен демонтаж прессов, и туда же будет ставиться дополнительное оборудование, которое переедет из Харькова с варианта «Агрострой». Карловский машиностроительный завод с рабочим визитом посетил министр аграрної політики і продовольствия України Роман Лещенко. Я дуже щасливий сьогодні побувати на заводі. Це дійсно фантастичний промисловий об'єкт, який фактично сьогодні формує галузь елеваторного обладнання в Україні. З точки зору закритого циклу, починаючи від силосного обладнання, транспортного обладнання, безпосередньо виробництва всього виду сушилок, які є необхідні. І те, що сьогодні дві провідні українські компанії, Карлівський машинобудівний завод і Варіант Агробуд, об'єднуються, зливаються в одну компанію, це насправді дуже потужне синергетичне рішення, яке дасть можливість збільшити і обсяги виробництва, достукатися до українського аграрія і бути реальним конкурентом європейським, американським нашим виробникам. В данный момент завод выполняет почти 100 проектов, и не только по территории Украины. Сейчас выведены цеха на трехсменный режим, так как действительно сейчас высокий сезон, сейчас идет максимальная подготовка производственных площадок для строительства. На многих объектах уже ведется монтаж оборудования, и в ближайшие месяцы постоянно идет отгрузка продукции. То есть в день до 10 машин могут уезжать клиентами уже с готовой продукцией. Как вам завод КМЗ Industries? Делитесь впечатлениями в комментариях. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал Элеваторист. До встречи в новом видео.